Тема традиции и инновации – это одна из самых важных тем, от решения которой зависит развитие человеческого общества. В разные эпохи по-разному складывались взаимодействия между этими двумя силами, двумя формами существования человеческой цивилизации. Известно, что в определенное время традиция превалировала настолько, что всякого рода новации были второстепенны, а традиция первостепенна. Но настало время, мы его называем условно новым временем, когда идеи инноваций стали постепенно оттеснять в сторону идею и принципы традиции. И вот в настоящий момент в большинстве, наверное, стран, в большинстве обществ никто не задумается о том, а нужны ли новации. Если кому-то в голову придет сказать, они не нужны, то такой человек не будет серьезно восприниматься другими. Потому что с новациями связывается прогресс научный, технический, а значит изменение жизни людей к лучшему. А вот где же осталась традиция? А традиция осталась как бы на периферии общественной мысли. Если вы спросите у человека, ну хорошо, ну вот новый автомобиль – это здорово, и новый гаджет – это хорошо. А вот ты знаешь, что такое традиция? Вообще, а нужна она нам, эта традиция? То не каждый сразу ответит правильно. Потому что, во-первых, по-разному понимается это слово «традиция». А во-вторых, она не является сегодня как бы идейным, позвольте мне сказать, такое использовать слово не очень церковное, идеологическим, что ли, фактором, определяющим современную жизнь. А на самом деле устойчивое развитие общества может осуществляться только при правильном взаимодействии традиционного начала и новаторского начала. Если будет только одна традиция, а не будет новаторства и движения вперед, остановится развитие человеческой цивилизации. Да и просто такого быть не может, потому что Бог создал человека, предрасположив его к творчеству, а результатом творчества, продуктом творчества всегда является новое. И сам Господь сказал: «Се творю все новое» в Апокалипсисе. Не сотворил новое, творю все новое. Поэтому творчество и инновация – это тоже есть часть божественного замысла. А традиция – это то, что мешает, или что помогает, лучше сказать, людям из всего нового выбирать только самое важное и существенное, которое само по себе становится частью традиции. Традиция – это некий фильтр, но не бездумный, не безидейный, а имеющий в основе своей божественное начало, божественный критерий. И вот здесь возникает вопрос, а что это за критерий? И ответ такой: критерий – это Богом созданное в человеке нравственное начало. Мы пропускаем все, что происходит с нами. Мы пропускаем каждое слово диктора, если внимательно смотрим телевизионную передачу. Каждое слово писателя, если внимательно читаем книги, через себя, через свой внутренний духовный мир, огромной частью, фундаментальной частью которого является нравственное начало. Поэтому в центре традиции нравственные ценности. Все, что угодно может быть изменено. Могут появиться разные взгляды на архитектуру, на живопись, на политическое устройство. Не может появиться разных взглядов на нравственность, потому что нравственность не от человеков, она свыше дана. А если бы, как некоторые утверждают, нравственность является плодом общественного развития, уверяю вас, от этой нравственности никогда бы уже ничего не осталось, камня на камне. Но тогда бы у человечества не было никакой надежды на мировой общечеловеческий консенсус. Если мы сегодня говорим о международном праве, если мы говорим сегодня о деятельности международных организаций, если мы говорим о том, что может быть человеческая цивилизация некой общностью, то отталкиваемся, даже, может быть, сами того не сознавая, от того, что существует нравственный консенсус среди дочерей и сыновей рода человеческого. И этот нравственный консенсус
определяется голосом человеческой совести. И вот на этом вырастает право